Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня Orient Star. Давайте открывать. Какая тут красотулечка-то будет. Значит, международная гарантия, инструкция. Покупал я их на Джуме, поэтому они в коробочке попроще, но зато дешевле. На Джуме можно платить рублевыми картами, как я вам всегда рассказываю, но почему-то не все об этом помнят. Никаких ограничений там санкционных нет. Есть пошлины, да, если мы покупаем что-то дороже, чем 200 евро, но опять же тут есть различные варианты. Плюс есть скидосики, да, всякие промокодики, плюс есть личный мой промокод 10% DENGITAT в магазине Creation Watches. Ссылку и описание промокода оставлю в описании к ролику. Короче, хочется прям быстрее распаковать, потому что, блин, да какой цифер, а! Ой, хорош. Вот это, знаете, я вам не так давно показывал Orient Star в таком классическом виде, где очень все сдержано, где нет накладных меток, а здесь есть, ну, прям вот все. Прям вот все, чем славные японцы. И это, конечно же, накладные метки, открытый баланс, зеркальная полировочка по меткам и стрелкам. Ну, в общем, такая вот азиатская роскошь. Все, как вы любите, все, что вы любите именно в японских часах. Я знаю, мне всегда все говорят, вот на циферблате должно быть много всего, чтобы он блестел, переливался, тогда это будет дорого-богато. Ну, я отчасти соглашусь, если вы с этой целью покупаете часы, то, конечно, в этом плане японцы и там тот же Seiko Presage и, конечно же, Orient Star это просто без вариантов. Значит, референс у этой модели вот такой на вашем экране сейчас. Версия с синим циферблатом, он прям такой глубокий синий, переливается. Здесь есть, конечно же, вот этот вот эффект солнечных лучей, он зеркальный, он блестит, особенно это будет, когда солнце наконец-то выйдет. Конечно, красиво, конечно, красиво. Запас хода, индикатор. У отметки 12 часов, на 50 часов у нас механизм F6R42 здесь. Его можно посмотреть под задней крышкой, она прозрачная, специально, чтобы рассмотреть этот механизм. Ну, прям супер детализированно его смотреть не стоит, потому что здесь, конечно же, отделка, ну, я скажу так, на свои деньги, на свои деньги. Но все равно симпатично и лучше, чем, например, то же самое, что делает Seiko. Значит, открытый баланс, запас хода сделано, кстати говоря, в Японии, а многим это очень-очень до сих пор важно. Сапфир с внутренним антибликом, а значит у нас будет красотулечка. 316L по браслету и по корпусу. И 100 метров водозащиты. Как для классических часов, а здесь у нас явная классика, такая повседневная, 100 метров водозащиты. Это вот правильно, вот так оно, собственно, и должно быть. Ну и брал я их без купонов примерно за 40 тысяч рублей. С купонами, понятное дело, будет несколько дешевле. Давайте сразу разберемся с размерами, потому что у нас универсал, да, и размеры здесь критичны. 39 с небольшим, немного. Высота здесь не маленькая, 12,4. Ну хотя, в принципе, окей, к тому же 100 метров водозащиты. А это, ого, это плюсик. 20 по браслету, так что можно сторонние ремешочки легко поставить. И 45,6 всего у нас от ушка до ушка. Так что это вот прям такой универсальный универсал, я бы сказал. Мое запястье 18,5, удобно, посадочка удобна. Ну и знаете, как бы вот высота особо не чувствуется. Приятные часы на запястье, прям хорошо, прям хорошо. Давайте глянем, что у нас про запас. Про запас у нас сантиметрика, ну, 3 точно есть, так что на 21, а то и на 22 налезут. А это неплохо. Это неплохо. Ну и к тому же я не думаю, что на более крупные запястья нужно смотреть уже что-то побольше. Есть здесь система такой небольшой подстройки браслета под себя. Браслет на штифтах. Кстати, тут еще даже написано сапфировое стекло. Это прям редкость. Вот. А застежка, ну такая классическая для Orient Star. Да и в принципе у Seiko похожие застежки. Удобно, она плоская, она невысокая, на двух фиксаторах. В общем, для каждодневных часов этого, в принципе-то, и достаточно. Этого вполне достаточно. Ну и что у нас по весу? Давайте уж глянем. На полном браслете получается 146 грамм. Не самые легкие часы, но для тех, кто, как я, любит, чтобы чувствовалось на запястье, чтобы, понимаете, было вот это вот чувство, да, вы чувствуете, у вас часы на запястье, или у вас вообще не пойми что, пластиковая какая-нибудь фигня. Мне нравится, когда на запястье вот ощущается, да, это приятная тяжесть, поэтому я всегда только за. Ну, а Orient Star это всегда, знаете, отделка на все деньги.
То есть она обычно лучше, чем вы за них платите. И вот, по крайней мере, с 15 сантиметров я на них смотрю, и мне все нравится. То есть красивый ран с зеркальной полировкой. Да, она не идеальная, это не полировка, как у King Seiko, например. Ну, послушайте, эти часы стоят в 4 раза дешевле, чем King Seiko. Так что извиняйте. Приятное сатинирование на ушках. Здесь переходик такой с зеркальной полировкой. Причем, смотрите, на ушке как будто вовнутрь идет переход вот этой зеркальной полировки. И он, по-моему, реально так сделан. Ну-ка, ну-ка. Да! Вот этот переход, он вовнутрь вогнут. Вот здесь вот. Прикольно. Вот сейчас видно хорошо. Вот это шикарно. Прям, ой, мне нравится. Сатинирование по верхней части ушек. Дальше браслет. Ну, люфт, небольшой есть, но это японцы, они без люфтов не могут. Значит, браслет, да, у нас такой трехзвенный, но, по-моему, вот эта часть, она отдельно идет. Она отдельно. То есть тут еще вот маленькие такие прожилки с зеркальной полировкой. И они добавляют блеска, люкса и дороговизны. Опять все, что любят покупатели Orient Star, здесь есть. Браслет приятный, очень хороший, такой шелковый. Приятное сатинирование, приятная полировочка, очень приятно. Слушайте, ну вот если сравнивать с присажами в этой же ценовой категории или дороже, присажи просто стоят в стороне. Здесь браслет хорош. Единственное, к чему я придираюсь, это нижняя часть звеньев, она островата, не по-японски, я бы сказал, потому что она больше такая, знаете, как у Сан-Мартинов. Вот мне нравится, когда такая звенящая острота на браслете, грани чувствуются, да, вот это все. Но, опять же, знаю, что многие подписчики, они вот мне надо, чтобы было замылено, как на Seiko 5. В общем, здесь не на как Seiko 5, здесь как на Сан-Мартинах, то есть немножко островато. Но я к этому не придираюсь, но, опять же, смотрите, как вам. Застежка здесь все окей, мне нравится, задняя крышка прозрачная и, в принципе, тоже окей, потому что, как ни крути, достаточно симпатичная отделка, если на нее не смотреть в макро. В макро, конечно, здесь все печально, но, опять же, за 40 тысяч рублей окей. Если мы говорим про ритейл, я думаю, ритейл там где-то будет 1080-90, наверное, можно было бы и пожаловаться на какую-то там отделку ротора. А вот по циферблату здесь прям все симпатично. Если вы любите открытый баланс, кстати, здесь открытый баланс, более-менее приятный. Потому что они все-таки отполировали в зеркало то, что видно здесь, да, по балансу, и смотрится неплохо. И мне нравится, что они отделали вот это окошко. То есть окошко не просто вырублено как-то грубо, а все-таки есть такая полировочка на грани вот этого вот самого окошка у отметки 9 часов. Дальше логотип Orient Star, автоматик, Япония, 6, 12, метки накладные, стрелки, все симпатичные, длинная, читаемость неплохая и есть индикация запаса хода. В общем, опять же, повторюсь, да, я здесь не шучу, да, но если вам нравится, чтобы циферблат выглядел дорого, богато и насыщенно, это вот тот самый случай. И мне кажется, лучшего и большего и желать не нужно, потому что еще и в совокупности с такой вот зеркальным циферблатом, они просто супер смотрятся, переливаются, я не знаю, со 100 метров, наверное, будет видно, что у вас что-то яркое на запястье. При этом эта вся яркость еще и очень приятно сделана за свои деньги. Эти часы выглядят дороже, чем за них просит Orient, по крайней мере, там, на том же Джуме. Значит, у нас также есть и еще минутная разметочка, и люминофорчик небольшой есть на стрелках и на метках, но это все вынесено на боковую часть ранта, поэтому особо нас не отвлекает, что мне в данном случае несказанно нравится. Кстати, хотел вам тут показать одну такую вещицу, которую мне прислали в подарок, и я подумал, что, возможно, вам тоже будет интересно. В общем, есть такой бренд, Вотанги называется, да, авторские изделия с Урала. В такой вот необычной прикольной упаковочке, я ссылку дам в описании, если кому будет интересно. В общем, они говорят, что вдохновляются бронзовой художественной пластикой и украшениями предков, которые населяли Урал и Западную Сибирь 4000 лет назад до Средневековья. И, в общем, несмотря на то, что это прям такая архаика, да, они считают, что, во-первых, нужно об этом помнить, а во-вторых, что формы эти интересные и актуальны и сейчас. Давайте я сейчас вам коротенько покажу. Так, тут у нас
визиточка, здесь наклеечки в избытке. И вот такая интересная упаковка. Мне понравилась упаковка, да, я не какой-то историк там, и тем более не археолог и все такое. В общем, мне понравилось, как это все выглядит, презентуется, упаковывается. Я всегда, как вы знаете, рад поддержать какие-то начинания, да, что-то такое необычное, что-то такое вручную сделанное. Поэтому, кстати, слоган у них актуальна архаика, и вот они как бы на стыке, да, какого-то реализма, магии и истории работают. В общем, вещи выполнены из белой бронзы, авторский сплав. Короче, вот так это все выглядит, и мне кажется, еще это вот в плане представления, в плане некого такого дизайна выглядит здорово. Прикольно. Ну, это в данном случае у нас получается такой значок, да, значок или брошь, не знаю, как это правильно сказать. В общем, интересно, весьма выглядит прям так, знаете, натурально, исторично. И, в общем, если вас заинтересует такие вещицы, то welcome, ссылку оставляю. В общем, здесь, да, как я уже сказал, белая бронза, не содержит никеля, поэтому аллергия здесь вам не повредит и не помешает. Так, а что у нас здесь в макро? А в макро все приятно, очень приятно. Вот, я говорил, самая всегда вот засада для открытого баланса, это когда неаккуратно сделано это самое окошко и самый открытый баланс. Здесь все неплохо. Слушайте, ну Orin Star это марка, это качество, и хотите качественные часы и немного платить, и плюс, чтобы это была Япония, берите Orin Star, не пожалеете. Ну и здесь, да, здесь как бы, да, присматриваться не прям супер, но за свои деньги отрабатывает только так. Уже как-то по традиции я все про эти часы сказал, все свое мнение высказал в ходе ролика. Здесь надо какие-то итоги подвести. Да, в принципе, нравится вам такой дизайн, и берите. Хотите, чтобы без открытого баланса, такие Orin Star тоже есть, опять же, берите. Сильнее ли они своих конкурентов от Seiko? Да, сильнее. Если, опять же, вопрос дизайна это всегда личное, но вот если мы говорим про отделку, про качество, про цену, то Orient будет получше. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.